Идеальный тональный баланс, такой АЧХ вы даже в Sony не увидите. Но АЧХ это еще не весь звук. Пространственное аудио, для YouTube это дело не работает. Максимально чистый звук, и здесь он для всех будет хорош. Хотя от адаптивного эквалайзера аудиофилы просто сойдут с ума и будут далеко и долго плеваться. Магнитопланарные маньяки ропщут на безликость, а остальные по тихой сапе скупали их запасы по всему миру в течение первых 3 месяцев, чтобы их подарить. Да так, что их до конца февраля по ценнику не X2 было найти довольно сложно в том же США. В них вы будете слышать все, что записано и как записано. Реалистичность звучания просто зашкаливает. И с Соньками я их тоже сравню. Еще немного, и я начну думать, что Sony заплатила Apple за выпуск AirPods Max, чтобы разрекламировать свои наушники. Так часто о Sony в сети не говорили уже очень давно. Откровенно говоря, успех отдельного продукта оценивает не блогер или покупатель, а рынок в целом. Неважно, что говорят об этих наушниках. Апрель 2021-го AirPods Max наконец появились в свободной продаже везде. И я не говорю о российских перекупах с ценой в плюс 50%. Я говорю о наличии на официальном сайте Apple в США. Уши есть, все цвета в наличии, ценник $549, и это, конечно, жесть. Но смотря как смотреть. Наушники я покупал в американском аутлете Target. Эти наушники, как и свой Pixel 4, Pixel 4a и Google Buds 2, я покупал через посредника, почтой.com. В итоге отдал $549 за уши, примерно 42 тысячи рублей, пошлину 4 тысячи, страховку $7, доставку 1,9 килограмма 1900 рублей, с пошлиной и доставкой в Российскую Федерацию итоговая стоимость составила 48 500 рублей. В российском ритейле они 63 тысячи рублей. И я не говорю о ценах в наших серых магазинах, слишком много реплик, слишком высок риск купить подделку. Прайс ушей даже в этом случае для постсоветского пространства в рублях просто нереальный. Это, наверное, мои 10-е топовые наушники. Эти самые спорные из всех и самые хайповые. А вы готовы платить за технологии? Где и как я их покупал, кстати, можете найти в описании. Там же я оставлю промокод на бесплатный выкуп. Операторы сервиса почты.com бесплатно выкупят указанные вами товары в американских магазинах. Вам останется оплатить только доставку. Tube 829, всем привет, меня зовут Саня, вы на канале Польза.нет, все обзоры короткие и без воды. Максимум фактов, минимум эмоций. Ежемесячно я провожу розыгрыш 5 Mi Band 5 серии за лайк, подписку и комментарий к любому видео. И еще несколько конкурсов стабильно есть в описании. А сейчас основные факты о полноразмерных беспроводных наушниках AirPods Max. Упаковка красочная, но внутренность слегка разочаровывает. Умный чехол в форме лифчика, который можно использовать только как кнопку для выключения и включения наушников, сразу говорит нам о том, что они для домашнего использования. Во всяком случае, он мне так говорит. Я вообще не понимаю этого безумного остервенения в сети насчет их носки на улице и переноски в рюкзаках. У вас должна быть довольно хорошая накачанная шея, чтобы таскать долго и упорно эти уши при ходьбе. Они тяжелые. Они как минимум на 50% тяжелее конкурентов, включая Sony. А на вопрос, зачем тогда в них активный шумодав и функция прозрачности, ответ у меня только один: чтобы дома не слышно было ваших любимых детей или не мешал звук стиральной машины, а при необходимости в режиме прозрачности вы всегда сможете услышать, что думает ваша супруга, если вы решите с ней поговорить, рискнув при этом не снять наушники. Кроме того, в комплекте идет еще кабель для зарядки с Type-C на Lightning. Разумеется, не информационный, через него музыку вы слушать не сможете. Захотите послушать музыку через провод, будьте морально готовы отдать стоимость полноразмерных наушников Mixsider E9 Pro за кабель с переходником с Lightning на мини-джек 3,5 мм. Притом разряженными наушники работать по проводу не будут, и звук по проводу также лучше не станет. В проводе встроен свой собственный ЦАП. Вуаля! Уничтожили все возможности раскрыть их потенциал. Теоретический. Девайс однозначно исключительно для экосистемы Apple. И чтобы не было флуда в комментах по их стоимости, американец может себе их купить за 3 дня работы, москвич за 18, а жители регионов за 42 дня работы, согласно данных Росстата по средней зарплате, а вы знаете, что ее слегка завышают. Давайте не будем сравнивать стоимость с нашей зарплатой только с конкурентами и только в конце. Это в первую очередь аксессуар для англоязычного населения с приличным доходом, либо для Москвы, а уже потом раздражающий фактор для постсоветского пространства по наушникам. Их создавали 4 года. Амбушюры, разумеется, с эффектом памяти. Уши очень тяжелые. У амбушюр много плюсов, но огромный минус. Когда вы слушаете
слушаете в них музыку, эту музыку также слышат окружающие. Нержавейка с подпружинными шарнирами, конечно, привлекает. Идеальная сборка, в отличие от тех же Sony, в которых скрипа, к сожалению, хватает. Уши в этих наушниках от длительной работы не потеют, опять же, в отличие от Sonic. Отсутствует кнопка включения, отключить можно только в чехле. Саморазряд у них примерно 5% за 10 часов ожидания. Это если вы решите их не убирать в умный чехол, единственная функция которого заменять их кнопку включения и выключения наушников, которой здесь нет. Трикотажный купол не заменяем, и это огромная печаль, но на его маркость и износостойкость пока никто не жаловался. Сенсоры приближения на борту, притом в каждом наушнике. 2 10-ядерных процессора по одному в каждой чашке, и функций они выполняют очень много, но о них немного позже. По автономности и быстрой зарядке 5 минут зарядки дают 1,5 часа работы с активным шумодавом на 50% громкости. За 30 минут зарядки мы получаем заряд ушей на 50%. Полностью можно зарядить наушники за 2 часа, и они выдадут вам 20 часов работы с активированным активным шумодавом, опять же на 50% громкости. По мне, недостаток есть в режиме ожидания с активным шумодавом, некоторые наблюдают небольшой белый шум. Я его лично не слышу, но у многих он есть. Да, и активный шумодав, как мы помним, у 5% пользователей вызывает морскую болезнь. Вот так, купили уши за 50 тысяч рублей, а вас от них в прямом смысле тошнит. Пробовать обязательно для покупки это дело. Ну, в принципе, как и все, что выдает звук. Есть супер фишка, пространственная музыка. Вы вертите головой, а источник звука остается на месте. Она не работает на Apple TV и на компьютерах Mac. И ничего не поменялось со старта продаж. А все надеются, что этот эффект 7.1 на голове адаптируют для всего. По факту, контента под это дело очень мало, и в YouTube, конечно же, его нет. И как бы не хейтил их любой человек в YouTube, люди, у которых есть деньги на новенький iPhone, для техники Apple будут покупать, скорее всего, именно их. И будут правы. Активный шумодав, по мнению многих, лучше, чем у Sony. Я так не считаю, по мне они имеют свои плюсы и минусы. И сказать, что один лучше другого, нельзя. Но Apple при активированном активном шумодаве, в отличие от Sonic, минимально изменяет звук, что похвально. Регулировки шумодава у Apple нет, как и его калибровки. Со всеми девайсами мои тысячные Sony MX4 были заметно громче, кроме iOS-систем. Но запас этот слегка бесполезен. Выше 70% ни те, ни другие я бы слушать не стал, чтобы не портить слух. 9 микрофонов, режим прозрачности на улице с ветром убивает, и пока ничего не поменялось. Хотя наушники давно продаются, но без ветра он здесь просто отличный. Лучше, чем у Sonic, но Sony в то же время с ветром лучше справляются на данный момент. У Яблока нет никаких надписей на чашечках, это плюс. Даже Left и Right внутри под сменными амбушюрами, на которых, кстати, L и R тоже указаны. Защита от влаги у Яблока не заявлена. 5 цветов на выбор, да, это просто шок для фанатов Apple продукции, потому что обычно этот выбор сводится к одному цвету у наушников. Воздух циркулирует в наушниках через специальное отверстие в чашках, а не через чашки, поэтому уши в них не потеют. Материал чашек довольно жесткий, понятно, что он с эффектом памяти. Сами чашки холодят. Стоят сменные чашки немного дороже отличных полноразмерных наушников Anker Q30, обзор на который вы можете посмотреть по ссылке в правом верхнем углу экрана. И эти уши однозначно не в 5 раз хуже Sony и не в 10 раз хуже Apple, хотя стоят именно в столько раз дешевле. Bluetooth версии 5.0, кодек только родной, только AAC, через 2 стены наушники ловят свободно, заметной задержки нет нигде при использовании с iOS-системами. С Android все люто плохо. 385 граммов они весят, пусть по бокам они и не торчат, но созданы однозначно не для спорта и не для длительных прогулок, они реально тяжелые. Физические кнопки управления, никаких сенсоров, и это по мне отлично. Кнопками можно менять режимы и включать режим сопряжения. Digital Crown, как и на всех часиках от Apple, штука очень приятная и завлекательная. Половине ее расположение нравится, второй половине не нравится, меня она полностью устраивает. Адаптивный эквалайзер, к сожалению, не отключить. С телефонами на андроиде покупать эти уши однозначно бесполезно, вы получаете лютую задержку и отключение всех плюшек устройства. Даже автопауза работать не будет, не говоря уже об отсутствии всплывающего окна и пространственном звучании. Кстати, сенсоры приближения здесь в каждой чашке, в отличие от Sony. Ремонтопригодность 6 из 10, по мнению специалистов Fix-It. Чашки друг от друга не царапаются, поверхность крайне устойчивая к появлению царапин. Микрофоны довольно хорошие, но это неудивительно за данный ценник. Вот вам пример их работы в сравнении с Sony. Микрофонов беспроводных наушников Sony MX4. Рядом с дорогой мимо меня проехала единственная машина Hyundai. Ветер порывистый, сейчас ветра нет. Сейчас мимо меня проедет еще одна машина для того, чтобы примерно оценить, насколько даже вереница машин, насколько хорошо вас будет слышать собеседник. Одна и вторая. Ну, все очень медленно, это не поток. Но опять же, с накладными наушниками на улице разговаривать редко, когда комфортно.
Пример работы микрофонов беспроводных наушников AirPods Max. Понятно, они полноразмерные, Bluetooth, с Huawei P40 Pro на улице. Ветер не сильный, мимо меня проезжает сейчас Audi A4 и BMW 6 серии. Не громко, не быстро, но во всяком случае вы должны слышать по мне, потому что все относительно. Ветер поднялся довольно приличный. Когда я тестировал Соньки, ветер был, наверное, слабее, поэтому насколько хорошо сейчас микрофоны отрабатывают, насколько хорошо они отрабатывать будут у вас, вряд ли выбывать будет так сильно, когда будет тестироваться какое-то другое устройство. Пример работы микрофонов беспроводных наушников AirPods Max в помещении. В помещении минимум мебели, само помещение где-то суммарно 40 квадратных метров. И по большому счету слышать вы меня, наверное, должны неплохо, потому что здесь кроме как холодильник ничего не шумит, никто не кричит. Вот так, к примеру, вас будут слышать собеседники, если вы будете разговаривать через Huawei P40 Pro, подключенный к данным наушникам. Те же самые условия, Sony 1000 MX4 в помещении также все еще те же квадратные метры, также минимально мебели, и я думаю, что слушаете вы меня примерно аналогично. Эквалайзер адаптивный, они сами под вас подстраиваются. Мультипоинт есть только с iOS-системами. Амбушюры у Apple стоят дороже, чем амбушюры вместе с работой по смене на Sony или Bose в 2 раза. Тип наушников закрытые, накладные, беспроводные, внутри 2 динамических драйвера на 40 мм, и описывать здесь звук дело максимально гиблое. Но как и любой подобный дорогой аудиоприбор, эти наушники можно послушать в магазине, притом желательно с своим айфоном и с тем, что вы будете на нем слушать, чего я вам крайне сильно советую. Довольно объективный сайт The Ring дал оценку за звук в 7,1 балла, скинув ее за сибилянты и искажение звука при ношении длинных волос и очков, а обещали адаптацию под очки. Я вообще не смог носить эти наушники с очками, они очень сильно давили мне на виски. Ширина и глубина сцены AirPods Max в стоке очень не похожи на то, что выдают Sony 1000 MX4, опять же в стоке. Частота и адаптивное звучание рисуют для каждого персональный звук. И если в вас есть зачатки аудиофила, это однозначно остановит вас в их покупке. Разница по звуку между AirPods и Sony, то что сцена у AirPods растянута. С другой стороны, у Sony звук как будто закрыт. Sony и Apple в связке с iPhone по запасу громкости одинаковые. И играют они одинаково интересно, пока вы не заходите в настройки эквалайзера от Sony и не подстраиваете его под себя. После этого вопросы отпадают. Sony лучше. Звук у AirPods Max качественный, однозначно не на их ценник, и я не уверен, что можно найти музыканта, который отдал бы предпочтение яблокам относительно Sonic. В принципе, как и звук не на ценник у Sony, при наличии такого количества альтернатив до $100, те же Anker. Можно предположить, что наш блогинг просто гладко стелит под зрителя, понимая, что большинству эти наушники не по карману. Объективно, практическая функциональность яблока, несмотря на фишки, по 10-бальной шкале может набрать максимум 3. Они тяжелые, в прямом смысле не каждый сможет их носить долго, хотя с другой стороны ими можно шею накачать. У них до сих пор нет защитного кейса, Apple урезан с Android так, что даже думать об их покупке просто не хочется, не говоря уже об ощутимой задержке. Защиты от воды в яблоке нет, яблоко шикарно по шумодаву, а громкость у них такая, что на 40% вам никакой ambient sound не поможет, чтобы поговорить в них в режиме прослушивания музыки. И да, это плохо, что нельзя регулировать прозрачность, как и шумодав. Резюмирую, яблоко в ближайшие года полноразмерных наушников делать, мне кажется, не будет. Возможно, сделает за дополнительную стоимость под эти кейс. Продали их в принципе немного. Возможно, они еще допилят под них прошивку. Для техники Apple более продвинутых наушников на данный момент нет, и это факт. Те, кто говорят про звук, из кодека AAC много чего не вытянешь, битрейт никто не отменял. Идеальный подарок — это тот, который человек сам себе не купит. Я бы рад был такие получить. Мои наушники на данный момент все еще остаются Sony. Apple забрала себе супруга, да я их бы не носил, потому что мои телефоны — это Pixel 4 и Huawei P40 Pro. С Huawei P40 Pro, разумеется, я использую беспроводные наушники Huawei Studio. Как говорится, вещь красивая, значит покупателя найдет. Завтра обзор на новые вкладыши. Объявляю неделю наушников. Подписывайтесь с лайком. Спасибо за просмотр. Не забываем, что в прикрепленном комментарии есть еще ссылка на мой телеграм-канал со скидками на Алиэкспрессе. Там я покупаю много всего. Для примера, Huawei Studio мне обошлись в 12 тысяч с лишним. Это прямо очень выгодно. Напишите, пожалуйста, в комментах, несмотря на цену, вам понравился данный продукт в принципе или нет. Если бы, допустим, вы выбирали, что вам подарили, но не для последующей перепродажи. И какие накладные наушники мне еще купить для обзора. Девайс не для нас. Добра и удачи вам, дорогие друзья.